Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале Моток Декор. Сегодня я вам расскажу, как мы будем вязать вот такой узор. Он отлично подойдет для создания сумочек и рюкзаков. Он получается достаточно плотный, хорошо будет держать стеночки. Я буду сегодня вязать из полиэфирного шнура 3 мм и крючком номер 4. Вы можете использовать любой материал для своих работ, будь то трикотажная пряжа или шнур более толстого диаметра. Узору подойдет любой материал. Ну что, предлагаю приступать. Итак, для начала нам понадобится с вами набрать цепочку из воздушных петель. Количество петелек может быть четным или нечетным, то есть в зависимости от нужного вам размера полотна. Опять же, рекомендую сначала связать образец, чтобы точно определиться с нужным количеством вам петель, так как в зависимости от толщины вашего материала количество петель может быть разным. Итак, для своего образца я наберу 15 воздушных петель. Итак, набираем с вами воздушные петельки. Кончик у меня лежит здесь на пальцах. Мы с вами просто подлезаем крючком под рабочую нить, хватаем ее и кончик кладем сверху нашей рабочей нити. Теперь для удобства просто перехватываем ниточку, чтобы было удобно набирать петли. Далее, получается, мы с вами, вот наша петелька образовалась такая небольшая, мы с вами теперь набрасываем ниточку на крючок и протаскиваем ее через эту петлю на крючке. Это получается наша первая воздушная петелька. Далее, получается, мы также накидываем ниточку рабочую на крючок и протаскиваем через петлю на крючке. Это у нас вторая. Далее точно так же третья, четвертая, пятая, и 15 петелек я набрала для своего образца. И теперь необходимо сделать еще одну петельку подъема. Итак, теперь мы будем переходить к вязанию первого ряда. Для этого мы сейчас с вами перевернем нашу косичку и увидим, что у нас на задней стороне есть вот такие перемычки. За эти перемычки мы и будем с вами вязать. Нырять, получается, мы будем крючком с вами во вторую перемычку, то есть мы видим, вот наша первая петелька, вторая. Если перевернем, у нее здесь есть перемычка, то есть это будет первая, вторая перемычка от крючка. Крючком ныряем прямо под эту перемычку и хватаем рабочую нить, вытягиваем, заново хватаем рабочую нить и протаскиваем через 2 петельки на крючке. Это, получается, мы связали с вами первый столбик без накида. Далее ныряем в следующую перемычку, также аккуратно крючком, и хватаем заново рабочую нить, вытягиваем, хватаем заново рабочую нить и провязываем 2 петельки на крючке. Это наш второй столбик. Далее также ныряем в перемычку, хватаем рабочую нить, вытягиваем и заново рабочую нить хватая, провязываем 2 петельки на крючке. Это наш третий столбик. Итак, мы идем с вами до конца наших воздушных петель, провязывая в каждую перемычку по одному столбику. Итак, я подошла к последней, получается, своей перемычке. То есть это прям ниточка, которая создает наш узелок последний. Мы прям под нее также ныряем, хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Итак, мы провязали с вами первый ряд из обычных столбиков без накида. У нас их получилось всего 15 столбиков. А теперь мы делаем с вами петельку подъема, также накидываем рабочую нить на крючок, протаскиваем через петельку и разворачиваем наше полотно. Мы переходим сейчас к вязанию второго ряда. Все последующие ряды, как и этот, будут вязаться у нас с вами теперь за вот эти перемычки, которые есть у каждого столбика. То есть мы вот так смотрим, здесь у нас идет косичка у каждого столбика, то есть получается, а под ними идут перемычки. Вот за эти перемычки мы и будем с вами вязать весь наш узор. Итак, мы, получается, опять отступаем первую перемычку и ныряем во вторую. Прям под перемычку залезает крючок,
хватаем рабочую нить и также вытягиваем, заново хватаем рабочую нить и провязываем первый столбик. Далее опять также ныряем только за перемычку, хватаем рабочую нить и провязываем обычный столбик. Далее также ныряем за перемычку, хватаем рабочую нить и провязываем столбик. И так мы идем с вами до самого конца, провязывая каждую перемычку. Итак, я провязала свои, получается, 14 столбиков, и последний 15 я буду провязывать за вот эту первую дужку петельки, которая у нас была петелька подъема. Главное, чтобы на этой стороне лицевой осталась вот эта косичка. То есть мы с вами ныряем сейчас прямо вот так за самую крайнюю здесь петельку, это была петелька подъема, и провязываем обычный столбик. Не забывайте провязывать эту последнюю петельку для того, чтобы не потерять общее количество рабочих петель. Вот у меня их 15 сейчас, чтобы ваше полотно не начало сужаться. Итак, теперь мы делаем заново петельку подъема, разворачиваем полотно и переходим к вязанию следующего ряда. Он также будет вязаться за задние перемычки вот эти, начиная со второй от крючка. То есть вот первая перемычка и вот вторая. И в нее мы с вами начинаем наше вязание. Опять же также ныряем аккуратно крючочком, хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Далее также ныряем с вами и провязываем столбик. И так получается мы вяжем с вами до конца ряда, ныряя за перемычку и провязывая обычный столбик без накида. Таким образом у нас будет формироваться наш узор. Итак, я связала опять свои 14 столбиков, подошла к самой крайней петельке и вижу, вот у нее перемычка идет, но ныряю не только за одну перемычку, а чуть глубже, немножко под ножку столбика. Опять же, это для того, чтобы край нашего полотна был более аккуратный. Хватаем и провязываем обычный столбик, чтобы полотно было более аккуратно по краешку. Итак, я провязала, получается, 15 столбиков, делаю петелька подъема и опять разворачиваю полотно. И таким образом у нас формируется наш узор. Итак, мы вяжем, получается, с вами все оставшиеся ряды, нужное нам количество, начиная каждый ряд со второй перемычки от крючка. То есть вот первая и вот вторая. Ныряем прямо под перемычку, хватаем рабочую нить и провязываем. И таким образом мы вяжем с вами каждый ряд. То есть у нас формируются с вами такие косички на нашем полотне. Старайтесь сделать эти косички достаточно равномерными. То есть вытягивайте нить одинаково, для того, чтобы косички смотрелись одинаковой длины все, так как они создают именно наш узор. Итак, получается, мы с вами сейчас вязали образец, то есть я набирала 15 петелек. Вы же, опять же, в своем образце замерите, сколько у вас получилось петелек на данное количество сантиметров, и определите, сколько вам для большего полотна нужно будет набрать петель. Итак, вот такой, получается, узор сегодня с вами вязали. Надеюсь, у вас все получилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем все подскажу. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Тогда ставьте ваши лайки и не забывайте подписываться на канал. А также обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. На этом все и пока-пока.